море выплевывает подарки без предупреждения. В этот раз подарком оказался мужчина. Он лежал лицом вниз, носом в песок. Прибой облизывал его поврежденный бок. Я стояла над ним с палкой наперевес, потому что на этом острове палка – это официальный протокол встречи с неизвестным. И ждала, пока он дернется. Не дернулся. Я перевернула его и присвистнула. Широкоплечий, темные волосы, лицо побитое, но такой формы, что скульптор бы прослезился. Рана от подреберья до лопатки, глубокая. И я, вместо того, чтобы испугаться, прищурилась. Так, как умеют только врачи, которые перестали удивляться людям лет 15 назад. Пульс есть, слабый, нитевидный. Дыхание жадное, с хлюпом, значит, воды нахлебался. Глаза под веками двигаются, сознание то приходит, то выходит. Он пил море носом часа 3. А я 3 месяца пила травяной чай и обсуждала с козой погоду. И вот, пожалуйста, на моем личном пляже настоящий пациент. Судьба, видимо, знала, что я скучаю. Судьба всегда знает, что мне нужно. И всегда ошибается с дозой. Кнопка вышла на крыльцо, посмотрела на тело, потом на меня и заблеяла. С таким укором, будто это я его притащила. Я закатала рукава и сказала козе: «Принимай, у нас операция». Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. До острова я была врачом. В моей жизни было очень много порядка. Смены, графики, стерильные салфетки. Я знала, что будет завтра, потому что завтра были те же самые дежурства. Я умела держать все под контролем, и это было ужасно удобно. Пока я не заметила, что держу под контролем главным образом собственную жизнь, которая от этого куда-то уехала. Квартира была чистой и пустой. Кот был, но кот жил у соседки, потому что я вечно пропадала на работе. А кот был солидным и не соглашался на дистанционное общение. Замуж я не вышла. Не то чтобы не звали, звали, но в приемном покое такие знакомства заканчиваются одинаково. Прости, у меня ночная смена. Коллега, милейшая женщина с глазами затравленного заведующего отделением, сказала мне однажды: «Ты сгоришь. Возьми отпуск, настоящий». Я честно попыталась объяснить, что мне некогда гореть, но она смотрела с таким видом, будто уже заказала мне венок. И я сдалась. Я взяла отпуск на 2 недели. Впервые за 4 года. Выбор пал на фьорды. Горы, водопады, никакой связи с цивилизацией. Звучало как лучшее, что может случиться с человеком, который последние 4 года не выключал телефон даже в душе. Я купила билет на небольшой туристический паром, который ходил между горными бухтами. Собрала чемоданы и пообещала себе: 7 дней без телефона, без вызовов, без стерильных салфеток. Я знала, что не выдержу, но хотя бы красиво подготовлюсь к провалу. Собиралась я, разумеется, как врач. В чемодан легли 3 рубашки, юбка, полотенце и запасная простыня. Простыню я вожу с собой всегда, еще с ординатуры, с тех пор, как я переночевала в гостях у подруги и 3 суток потом подозревала ее белье во всех грехах. Я не сплю на чужих простынях. Эта привычка, как выяснится позже, стоила дороже алмазов. В рюкзачок, который я не выпускала из рук, легли вещи посерьезнее. Аптечка, потому что врач без аптечки – это просто человек с дипломом. Моток крепкого шнура, который в ординатуре приучили носить на всякий случай. Зажигалка и водонепроницаемые спички, потому что на всякий случай должно быть 2 способа. Термос, паспорт, телефон с заряженным пауэрбанком. На пароходе я стояла на палубе, смотрела на водопады и чувствовала, как отпускает. Сигналов не было, водопады гремели, горы стояли, как им положено, огромные и равнодушные. И я впервые за 4 года не ждала ничего, кроме ужина. На 2-й день начался шторм. Море поначалу вело себя прилично, но потом решило, что приличие не для него. Прогноз обещал ветер, а дал стену воды.
Капитан кричал что-то про скалы, паром завалило на борт, посуда в камбузе запела, и в ту секунду, когда я подумала, что это просто крутое море, мир перевернулся. Я не помню, как оказалась за бортом. Помню холод, вода была ледяная, северная. Она хватала за легкие, как операционная медсестра, которая не умеет ждать. Я барахталась, цеплялась за рюкзак, потому что врач не выпускает из рук сумку с аптечкой. Это рефлекс, сильнее инстинкта самосохранения. И тут подо мной что-то вспыхнуло. Теплое, светящееся, как будто в толще воды включили операционную лампу, только размером с корабль. Я успела подумать, что это галлюцинация от холода, последняя милость мозга перед концом. А потом холод кончился. Весь, целиком. И я вынырнула в теплой воде. Вода была бирюзовая, солнце жарило так, будто лично обиделась на северные фьорды. Впереди, метрах в 300, лежал берег, зеленый, песчаный, тропический. Я доплыла, потому что врачи вообще плохо умеют умирать. Мы слишком хорошо знаем, как это выглядит со стороны. Выползла на песок, полежала, посмотрела на небо, на воду, на пальмы. Пальмы. На фьордах пальмы не растут. Нигде, откуда я приехала, они не растут. Кроме тех мест, где точно нет ледяных волн. «Ну и ну», — сказала я вслух. Аптечка была при мне. Рюкзак промок, но держался. Телефон, конечно, не подавал признаков жизни. И не из-за воды, а потому что сигнала не было. Я отжала рубашку, огляделась и произнесла фразу, которую позже буду повторять часто. Это не отпуск, это подработка. Первые 3 дня я жила как зверь, то есть как очень осторожный зверь с медицинским образованием. Вода нашлась быстро. Я пошла за птицами, потому что птицы пьют, а пьют они там, где есть пресная вода. Метрах в 20 от берега в тени скал бил ручей. Холодный, чистый, пахнущий камнем и зеленью. Я напилась так, что потом икала, и с тех пор не позволяла себе забыть, где он находится. Укрытие в первую ночь было позорное. Я натаскала пальмовых листьев, напихала их в расщелину скалы и просидела там до утра, трясясь от холода, потому что ночью тропики решили стать северными. К утру я замерзла, озверела и пошла на разведку с палкой наперевес. Палка нашлась мне почти сразу, крепкая, с сучком на конце. Я ее обстругала, примерилась и объявила ее своей заместительницей. На 3-й день море начало отдавать долги. Сначала я подумала, что это просто мусор. Потом увидела доску, потом вторую, а потом волны выложили на песок целый склад, как будто океан решил извиниться за то, что утопил мой паром, и прислал компенсацию. Я провела инвентаризацию. Итак, на берег выбросила канаты, настоящие манильские, толстые, с погибшего парома, 3 штуки, длиной каждый метров по 15. Я смотрела на них и чувствовала себя именинницей. Это вам не паракорд, это веревки, на которых можно крепить корабль. Мой чемодан. Со вмятинами, но целый. Внутри рубашка, юбка, полотенце и заветная простыня. Простыня была сухой. Я заплакала. Немного. Потом вытерла лицо этой самой простыней и почувствовала себя богатым человеком. Одеяло, каютное, шерстяное, пахнущее морем. С камбуза кастрюля, эмалированная, помятая, но целая. 2 жестяные тарелки, 3 кружки, ложки, вилки, большой кухонный нож, ведро, кувшин. Все это барахталось в ящике, который прибило к берегу как раз к обеду. И я поняла, что океан имеет чувство юмора. Свечи, целый ворох парафиновые с подставочками. Кто-то на пароме явно готовил романтический ужин. Свечи пережили крушение. Романтика, видимо, нет. Припасы. Мешочек соли, мешочек сушеного перца, лук, который уже собрался прорастать, картофель, который уже пророс, пара сухарей, насквозь мокрых, но сухари, как и врачи, умирают неохотно, и 2 бутылки пресной воды, целых. Гвозди и проволока, ржавые, но крепкие.
Я смотрела на проволоку и думала, из нее выйдут замечательные крючки для рыбы. Кусок парусины, огромный, тяжелый. Он сначала стал навесом, потом дверью, а потом еще бог знает чем. Из того, что пришло в следующие дни, была бочка, пустая, но крепкая, доски самого разного калибра, обрывки сетей, которые я выпросила бы у моря даже против его воли. Я рассортировала все на кучи, пересчитала, переписала на кору пальмы углем и объявила себя владелицей самого лучшего магазина на свете. Запасная простыня, к слову, стала приметой моей новой жизни. Когда у меня появился повод для паруса, я вспомнила, что умею спать на любой поверхности, а вот плавать на простыне пока не научилась. Дальше начался быт. Самый честный, самый подробный, самый грязный быт в моей жизни, потому что за него не платили, за него надо было выживать. Первая ошибка была классической. Я решила, что раз вода есть, значит, можно пить ее прямо из ручья. Вода была вкусная, но через 2 дня у меня скрутило живот. С тех пор я кипятила все. Распорядок был такой. Утром ручей, ведро воды в дом, ведро в стирку, ведро на полив. Горячей воды, естественно, не было, но была соль, и я полоскала горло соленой водой, чистила зубы веточкой, растерев ее кончик в щеточку, и мылась в море, а потом ополаскивалась пресной водой, потому что после моря кожа просила пощады. Мыло я сварила сама. Зола от костра, вода и рыбий жир. Смесь получилась отвратительная. Пахло костром и горечью, зато смывала морскую соль и честно отстирывала рубашки. Огонь я держала в очаге. Сложила его из камней у входа, научилась беречь угли, укрывать их золой на ночь и раздувать утром одной щепкой. 1 раз я попробовала добыть огонь трением из чистого упрямства. Через 40 минут я поняла, что трение в моей жизни есть только одно – между моим терпением и моей глупостью. Жилье я строила неделю. Сначала каркас из досок, потом стены из плетеных веток и листьев, потом крыша из пальмовых листьев, уложенная так, чтобы вода стекала. Первая крыша упала мне на голову на 2-ю ночь. Я сидела под ее обломками в темноте и слышала, как где-то в кустах смеется остров. 2-я крыша выстояла. Лежанка из досок, на ней одеяло, под голову свернутая сухая трава, прикрытая рубашкой. Стол из доски на 2 пнях, полки, вбитые в стену, на них аптечка, инструменты, соль и перец. Еда давалась тяжелее всего. Кокос я открывала 3 часа, методом проб, ошибок и нецензурной лексики. Потом нашла способ. Удар о камень, поворот, еще удар. Кокосовое молоко шло в бульон. Кокосовая стружка шла в еду. Кокосовая скорлупа шла в посуду. Из половинок кокоса у меня вышли миски, из скорлупок покрупнее ковшик. Ракушки открывались ножом. Крабы попадались в ловушки, которые я плела из прутьев и лиан. Из проволоки с парома я согнула крючки, насадила на них кусочки ракушек и поймала первую рыбу на 4-й день. Я помню ее до сих пор. Она была маленькая, костлявая, но я была абсолютно счастлива от того, что она мне попалась. Я пожарила ее на палке над огнем и съела целиком, до хвоста, до плавников, до последней мысли о том, что я вообще-то хирург, а не рыбак. Сети я сплела сама, из пальмового волокна, которое вымачивала, мяла, скручивала и связывала в ячейки. Ушло неделя и 3 километра ругательств, зато потом сеть ловила, а я штопала ее вечерами при свете свечей. Игла из рыбьей кости, о которой я расскажу позже, появилась не сразу. Сначала я шила медицинской иглой из аптечки. Потом запас игл закончился, и я точила кость неделю. От скуки, как я тогда думала. Сейчас понимаю, не от скуки, а от того, что жизнь, которой нечего шить, кажется мне подозрительной. Нитки я крутила из пальмового волокна и кипятила перед использованием. 3 потому что врач во мне требовал стерильности. Даже когда стерильность жила в кастрюле на костре. К концу 1-го месяца у меня был дом. Не хижина, дом.
с крышей, которая не падала, с очагом, который не гас, с полками, на которых стояло все, что нужно человеку. Я посадила огород. Проросший картофель из припасов парома пошел в землю, лук тоже. Я поливала, полола, разговаривала с грядками, и они отвечали мне всходами. У меня было 4 грядки, забор из прутьев, чтобы какая-нибудь наглая ящерица не съела мой урожай. И чувство, что я строю не огород, а доказательство. Счет дням я вела на палке. Зарубка за зарубкой, каждая поутру. Сначала я считала дни до возвращения, потом считала дни просто так, потому что человеку положено знать, сколько он живет. Палка была моим календарем. Гигиена была отдельной наукой. Зола и жир вместо мыла, веточка вместо щетки, соленая вода для полоскания, солнце и ветер вместо сушилки. Я была самым стерильным Робинзоном на свете, потому что врач не может позволить себе грязь. Грязь в моей профессии означает, что ты зашил человека и не помыл руки. Здесь было то же самое, только пациент был один, и этот пациент была я. Фармакология острова давалась методом проб и наблюдений. Я сушила травы, заваривала, пробовала по чуть-чуть, ждала, записывала углем на кору. Горький корень оказался противовоспалительным. Серебристые листья с северного склона снимали жар. Быт устоялся. Утро, огонь, вода, зарубка на палке. День, сети, огород, охота на крабов, сбор дров. Вечер, ужин, починка, укладка, луна. Я жила по-настоящему впервые за много лет. Мне некого было спасать, кроме себя. И это, как ни странно, оказалось самой тяжелой операцией в моей жизни. Потому что спасать себя я не умела. На второй месяц остров подарил мне компаньонку. Я нашла ее у ручья. Маленькую, черную, с огромными глазами и дрожащими ногами. Горная козочка, осиротевшая непонятно как. То ли мать сорвалась со скалы, то ли хищники съели. Я так и не узнала. Она запуталась в лианах и орала на весь остров. А увидев меня, замолчала. Видимо, решила, что я пришла ее доедать. Я распутала ее, накормила кокосовым молоком, листьями. Она смотрела на меня, а я смотрела на нее. И мы обе понимали, что выбора у нас нет. Кнопкой я назвала ее за то, что она была маленькая, черная и настырная. Кнопка освоилась за 3 дня. Теперь у меня была работа, охрана, собеседник и источник сырья. Молока у нее, конечно, пока не было, она была ребенком, но я уже планировала. Врач привык планировать. Врач привык к тому, что пациент рано или поздно вылечится и начнет приносить пользу. И вот тут случилось мое великое открытие. Однажды я стояла посреди поляны. Кнопка жевала траву у моих ног, и мне пришло в голову проверить главный вопрос. Работает ли здесь магия? Я читала когда-то книги про попаданок. В них всегда находилась какая-нибудь чудо-сила, которая решала все проблемы. Я встала, раскинула руки и торжественно приказала: «Банан, расти!» Банан не вырос. Кнопка посмотрела на меня с уважением, но банан не вырос. Я попробовала еще раз. Ничего. Трава оставалась травой, кусты кустами. «Ладно», — сказала я, — «магия не работает. Значит, будем работать сами». И в ту же секунду кнопка рванула к обрыву, потому что там внизу что-то блестело. А козы живут по принципу «блестит, значит, съедобно». «Стоять!» — рявкнула я. Кнопка остановилась и застыла, повернула голову и посмотрела на меня с выражением, которое я бы назвала «Так точно, госпожа». Я тоже застыла. «Ко мне», — сказала я осторожно. Кнопка пришла, села у ног, глянула на меня снизу вверх, как будто ждала приказа. И я вдруг поняла, что где-то в глубине моего голоса живет команда, которую остров слушает. Это была не магия, это был мой командный голос. Тот самый, которым я останавливала пьяных пациентов в приемном покое, которым выгоняла из ординаторской любопытных студентов и которым однажды заставила заведующего дать мне выходной. Дома он работал.
Просто там ему мешали смены, начальство и здравый смысл, а здесь мешать было некому. «Сидеть», — сказала я. Кнопка села. Козы вообще-то не очень умеют сидеть, но Кнопка села. Я обошла ее кругом, осмотрела, как осматривают новое оборудование. «Гулять», — разрешила я. И Кнопка ушла гулять. И я почувствовала, что впервые за 2 месяца на острове кто-то меня слушается. Магия, да, не работает, зато работает мой командный голос. И этого, как выяснилось, более чем достаточно. К началу 3-го месяца у меня было все. Дом с крышей, которая не падала, очаг с углями, которые не гасли, огород с картошкой и луком, сети, которые ловили, ловушки, которые работали, запас трав, сушеных и мелко порубленных, аптечка, перетрясенная до последнего пластыря, пополненная тем, что давал остров. Веревки у меня было 3 сорта: с парома, толстые и честные, паракорд для самых важных дел и мои собственные, скрученные из пальмового волокна. Простыня лежала в сундуке. Я доставала ее редко по праздникам и спала на ней так сладко, как не спала, наверное, никогда в жизни, потому что она пахла домом. Свечи кончились на 94-й день. Последняя догорела, и я смотрела на нее как на друга, который уходит насовсем, и перешла на лучины. Лучина горела хуже, но не требовала романтики. Зарубок на палке становилось все больше. Я перестала считать дни до возвращения, потому что поняла, портал не откроется по моей просьбе. Я искала его, честно, как ищут пропавшего пациента. Ходила по острову, кричала в пещеры, бросала камни в лагуну, проверяла каждую расщелину. Портал молчал, остров молчал. Только Кнопка иногда комментировала мои поиски блеянием. И я была ей благодарна, потому что комментарий все-таки лучше, чем тишина. Я начала разговаривать с козой. Сначала это была профессиональная деформация, потом привычка, а потом, честно говоря, лучшая часть дня. Мы обсуждали погоду, урожай, тактику крабов и недостатки одиночества. Кнопка отвечала. Не словами, но с полным пониманием. И этого было достаточно. Было одиноко. Одиноко было по вечерам, когда луна вставала над океаном таким огромным, что хотелось поделиться этим с кем-нибудь, кто умеет говорить. Было одиноко по утрам, когда я ловила себя на том, что вслух желаю кому-нибудь доброго утра. Иногда я думала, что если сейчас на горизонте появится корабль, я обниму даже капитана, даже самого противного. Но я не ждала корабля. Я ждала только утра, потому что утром было дело. А потом я перестала ждать вовсе. Я сидела на крыльце своего дома, смотрела, как Кнопка пасется на лугу, как сохнет белье на веревке между пальмами, как дымит очаг, в котором варится ужин. И понимала простую вещь. Я здесь больше не выживала. Я здесь жила. Не хуже, чем там, просто по-другому. И это по-другому начинало мне нравиться. Море вернуло мне ремесло. Я чинила, строила, лечила, кормила. Я была поваром, дрессировщицей, хозяйкой. У меня был дом, запасы, коза и палка-выручалка. У меня было все, что нужно для жизни, кроме разве что собеседника, который умеет спорить. На 98-й день я проснулась, как обычно. Раздула огонь, набрала воды, сделала зарубку, покормила Кнопку и пошла проверять сети. Море в тот день было необычно тихим, гладким, как операционный стол. Я шла по берегу, поправляла сеть, собирала ракушки на ужин, и тут метрах в 40 волна выплеснула на песок что-то темное. Я прищурилась. Это был не мусор и не коряга. Да, подумала я, море выплескивает подарки без предупреждения. В этот раз подарком оказался мужчина. Я умыла его, разрезала мокрую рубаху, разложила на столе инструменты, иглу из рыбьей кости, которую когда-то точила неделю от скуки, нитки из пальмового волокна, прокипяченные трижды, и настойку на горьких травах.
от которой я даже зажмуриваюсь. Руки не дрожали, руки помнили. Только обстановка подкачала. Операционная у меня теперь с пальмовой крышей и медперсоналом из одной козы. Пока я промывала рану, он застонал впервые. Я застыла, прислушиваясь. Бредит. Что-то про штурвал и про то, что она моя, понял. Кто она? Его? Я так и не выяснила. Я прошила мышцы, потом кожу, мелкие стежки, как учили. И думала о том, что в приемном покое за такую ночь мне бы дали премию. Здесь премия была одна. Он не умрет до утра. К утру у него поднялась температура. Я сидела рядом, меняла компрессы, поила отваром, и он, наконец, открыл глаза. Они оказались цвета бездны. Я сразу поняла, откуда это сравнение в дешевых романах, потому что других слов для них не было. Он посмотрел на меня, на потолок из пальмовых листьев и выдохнул. «Где мой корабль?» «Утонул», — сказала я. «А команда?» «Видимо, вместе с кораблем». Он прикрыл глаза и после паузы выдал. «Это непорядок». «Согласна», — кивнула я. «Но сначала ты выживешь, а потом будешь выяснять, кто тут главный. Подсказка — не ты». Он улыбнулся. Сквозь жар и боль, сквозь только что сообщенную гибель команды, он улыбнулся так, будто я предложил ему партию, которую он точно выиграет. «Прелестная госпожа», — сказал он и снова отключился. Я пощупала ему лоб, поправила повязку. Надо же, прелестная госпожа. 3 месяца Кнопка была единственной, кто признавал во мне власть. И та делала это под угрозой голода. А этот даже в бреду умудряется нахамить. Так на моем острове появился Гром. Ночью он чуть не умер. Разумеется, именно ночью, когда у меня закончились свечи, а луна, как назло, спряталась за тучи. Я сидела на полу возле лежанки, меняла компрессы на ощупь и разговаривала с ним, потому что врачи разговаривают с пациентами не от нежности, а потому что голос держит человека на плаву. Мой командный голос. Здесь он работал даже лучше, чем дома, где от него разве что ординаторы вздрагивали. «Ты не умрешь, Гром, ты понял? Мне некогда тебя хоронить. У меня коза без присмотра. Так что я не в настроении копать». Он дернулся и что-то прошептал. Я наклонилась ближе. «Шторм», — сказал он. «Обходи риф. Риф, говорю». Я вздохнула и поправила ему повязку. Во сне он командовал кораблем, которого больше нет. В бреду он рассказывал мне свою жизнь быстрее, чем рассказал бы наяву. Как взял первый приз, как матросы назвали его Гром, потому что он орал громче шторма, как его судно, Налим, ходило по морям так, что у него не было врагов, а были только те, кто не успел добежать. К середине ночи жар пополз вниз. Я проверила швы, продезинфицировала края раны настойкой, от которой он застонал, но не проснулся, и позволила себе выдохнуть. Организм молодой, заживет, если не будет геройствовать. Судя по лицу, геройствовать будет. Под утро он схватил меня за запястье. Крепко, как якорь, хватается за дно. Я попробовала выдернуть руку, но не вышло. «Не бросай», — сказал он, не открывая глаз. «Капитан не бросает». «Капитан», — сказала я ему, — «ты сейчас под руководством старшей медсестры. И старшая медсестра запрещает тебе командовать во сне. Спать». Рука разжалась. Кнопка, которую всю ночь просидела у двери, подошла, обнюхала его и улеглась рядом, положив голову ему на плечо. «Предательница!» Он проснулся на рассвете. Я это почувствовала потому, как изменилось его дыхание. Он лежал и молча смотрел на потолок. Потом перевел взгляд на меня, сидящую на полу с компрессом в руках, и на козу у своего плеча. «Это что?» — спросил он. «Коза», — сказала я. «Кнопка. Не обижай». «Я про потолок», — сказал он, «и про то, почему я жив, хотя шел ко дну с обломком мачты в руке». «Потому что море неравнодушно к красивым дуракам. И потому что я тебя вытащила, зашила и отпаивала всю ночь. Привет!»
Я здесь главный хирург, повар и дрессировщица, а работодатель козы, хозяйка острова. Твоя совесть временно тоже я». Он попробовал сесть и зашипел сквозь зубы. Сесть не получилось, зашипеть получилось. Я подсунула ему под спину свернутое одеяло и заставила лежать, положив ладонь ему на грудь, чтобы он почувствовал, что его мнение тут не спрашивали. «Вы меня зашили», — сказал он, глядя на свои бока. «Да, и буду перевязывать через 2 дня. А если порвешь швы, перевяжу еще раз, но уже с лекцией». Он посмотрел на меня долго, как смотрят на карту перед тем, как выбрать курс. «Прелестная госпожа», — сказал он медленно, — «я, Гром, капитан Налима, обязан вам жизнью. Клянусь, что отплачу. Я отвезу вас к людям, к цивилизации, где такой женщине и место». Я встала, отряхнула юбку и пошла разводить огонь, чтобы сварить ему бульон. К цивилизации, где такой женщины место. Он еще не понял, что я уже на месте, что место это здесь и что я его хозяйка. А он пока что просто пациент с красивым лицом и громким именем. Бульон он съел весь, под моим взглядом. Командный голос работает, даже когда молчишь. Через неделю он встал. Я бы сказала, поднялся, но Гром не умел подниматься обычным способом. Он поднялся с лежанки, как будто выходил на палубу перед штормом, расправил плечи, поморщился от швов и выдал мне первую лекцию о том, что мужчина, и особенно капитан, не должен лежать, когда женщина работает. Лекция была длинная, пафосная и абсолютно бесполезная, потому что заканчивалась она тем, что я вручила ему сеть и отправила ловить рыбу, пока не стемнело. Он поймал, принес, съел за 2. Посмотрел на меня с таким видом, будто это он меня спас, а не я его зашивала. Я промолчала. Врачи не спорят с пациентами на первой неделе. Они дают им выговориться и записывают в карточку. На 9-й день началось представление. Я вышла из дома с мотком веревки, а он стоял на пляже спиной к закату, в развязанной рубахе, чтобы я могла в полном объеме оценить результат своего труда. Кубики пресса, про которые я уже знала все, потому что сшивала их, сейчас демонстративно напрягались. Ветер трепал ему волосы, и он улыбался той самой улыбкой, которой, видимо, топил вражеские сердца, а не корабли. «Госпожа», — сказал он, — «я много думал о вашей судьбе. Женщина с таким голосом, с такими руками. Она создана не для того, чтобы пасти козу на пустынном берегу. Позвольте мне увести вас отсюда». «Куда?» — спросила я, не отрываясь от веревки. «К людям, к жизни. Я знаю места, где такое сокровище оценят». «Гром», — сказала я, — «ты неделю назад пил море. У тебя нет корабля, нет карты, нет команды. Ты даже не знаешь, где мы находимся. И ты предлагаешь увезти меня куда-то, где оценят? По-моему, тебя уже оценили здесь, и довольно щедро. Швы, обеды и компания уважаемой козы». Он открыл рот, закрыл и решил сменить тактику, наклонившись ко мне так, что я почувствовала запах моря и нагретой солнцем кожи. «А если я не увезу вас, госпожа? Если я останусь?» «Оставайся. Работа есть. Крышу нужно чинить, с козой гулять, да и рыба сама себя не ловит». Он рассмеялся и тут же поморщился, схватившись за бок. Я перестала вязать веревку. По опыту я знала этот звук. Хрустнул шов. Мой красивый, ровный шов, который я делала 1,5 часа, и который он порвал, демонстрируя торс на закате. «Сядь», — сказала я. Он сел, как сел бы, наверное, только во время шквала, и то с меньшей охотой. Я зашивала его снова, молча. Он сидел, глядя в сторону, и даже не ойкнул, только сжимал зубы, когда игла входила в кожу. «Слушай сюда, капитан», — сказала я. «Я хирург. Швы рвать нельзя. Геройствовать нельзя.
Демонстрировать пресс на фоне заката в разгар заживления запрещено правилами моей операционной. А операционная здесь — это весь остров, ты понял?» Он помолчал, потом тихо сказал: «Вы были врачом там, откуда вы пришли?» «Была», — сказала я. «Теперь я здесь. Хирург, повар и дрессировщица. И ты, между прочим, мой любимый пациент, потому что единственный. Так что не зли меня». Он улыбнулся. Не той улыбкой, которой топил сердца, а другой, тихой, с которой капитан смотрел бы на свой корабль после шторма. «Я не буду злить вас, госпожа, обещаю. Хотя бы до ужина». Ужин он съел, не порвав ни одного шва. Прогресс. На 12-й день он объявил, что пора. «Я построю плот», — сказал он. «Доплыву до торговых путей и вернусь за вами с кораблем, командой, с матросами, которые будут носить вас на руках. Вы не должны оставаться здесь, госпожа. Не для вас этот берег». Я смотрела на его плот. Он строил его 3 дня, не слушая моих замечаний. Хотя я трижды говорила, что вон там, на рифе, во время отлива видно, где море не любит дураков. Плот был крепкий, ладно сложенный, с мачтой из молодого дерева и парусом из моей простыни. «Хороший плот», — сказала я. Он просиял, как мальчишка, которому купили первую лодку. На рассвете я вышла проводить его. Кнопка отказалась выходить из дома, и я ее понимала. Он спустил плот на воду, оттолкнулся шестом и поплыл. Гордый, прямой и красивый. Я стояла по колено в воде и смотрела. Риф принял его через 400 метров. Волна подняла плот, бросила на камень, мачта хрустнула, и все это великолепие вместе с моей простыней медленно и торжественно пошло ко дну. Гром барахтался среди обломков, пытаясь сохранить лицо, хотя лицо у него было мокрое и очень удивленное. Я сложила руки рупором. «Гром! Обед через час!» Он доплыл до берега сам, молча. Прошел мимо меня, не глядя, стянул мокрую рубаху и повесил сушиться. Я не смеялась. Врачи не смеются над пациентами, которые сами доплыли. Это было бы неэтично. Хотя, честно говоря, стоило мне это большого труда. Вечером я пошла собирать травы на дальнем мысу и порезала себе ладонь об острую раковину. Пустяк, казалось бы. Я промыла, замотала листом и забыла. А ночью проснулась от озноба. Рана раскрылась, в нее попала грязь, и к утру у меня был жар, ломота и очень нехорошая рука. Я лежала на своей лежанке и смотрела в пальмовый потолок. Тот самый, на которую неделю назад смотрел он. Глупо, думала я, хирург с грязной раной. Он вошел без стука, что было наглостью, но наглость эта сегодня меня спасла. Увидел мое лицо, потрогал лоб и без единого слова развернулся и вышел. Вернулся с водой, тряпками и моей настойкой. Сесть заставил меня, а не себя. Компресс сменил так, будто всю жизнь этим занимался, хотя руки у него были шкиперские, привыкшие к канатам, а не лбу пациента. «Капитан не бросает», — сказал он. «Лежи». Я лежала, он сидел. Кнопка устроилась у двери и смотрела на нас с выражением единственного свидетеля, который потом все расскажет. Спасительный сон пришел ближе к утру. А проснулась я от того, что в хижине пахло дымом и чем-то горелым. Гром стоял у очага и задумчиво рассматривал кастрюлю. «Что это?» — спросила я. «Бульон», — сказал он. «У меня получилось». «Гром, это черное что-то?» «Это травы, твои. Я видел, как ты делаешь». Я закрыла глаза. Жар спал, рука болела меньше. И впервые за много дней я позволила себе просто лежать и слушать, как на моей кухне хозяйничает капитан без корабля. Он подошел, сел на край лежанки и протянул мне кружку. «Пейте, госпожа». «Гром», — сказала я тебя выходила, зашила, накормила и спасла от рифа, а ты меня спас в эту ночь. Счет не в твою пользу пока». «Я знаю», — сказал он серьезно. «Я считаю, хозяйка». Я поперхнулась бульоном. «Хозяйка, не госпожа».
Он посмотрел на меня, и в глазах цвета бездны на этот раз не было ни искусителя, ни капитана, ни гордого дурака с тонущего плота. Был человек, который наконец-то понял, кто здесь власть, и, кажется, не собирался с этим спорить. «Хозяйка», — повторил он, — «прикажете что-нибудь?» Я поставила кружку, откинулась на подушку и улыбнулась пальмовому потолку. «Прикажу. Сначала научись варить нормальный бульон, потом почини крышу, а потом подумаем, кто тут кого спасает». Он кивнул и впервые за 12 дней не стал спорить. Гром, дерзкий пират с глазами цвета бездны, понял, что спасенная госпожа — это я, и что спасать будут его, причем от меня. И, судя по выражению лица, его это вполне устраивало. После того, как Гром признал меня хозяйкой, я решила, что жизнь наконец-то войдет в спокойное русло. Ага, сейчас. Утром он попытался починить крышу и чуть не снес дом. Вечером объявил, что Кнопка его уважает, потому что позволила ему чесать себя за ухом. А Кнопка просто не успела убежать. «Тебе нужен распорядок», — сказала я, наблюдая, как он сидит на ступеньках. «У меня был распорядок», — возразил Гром. «Подъем с рассветом, завтрак, абордаж, обед, захват корабля, ужин и ром». «А теперь у тебя другой. Подъем с рассветом, завтрак, работа, обед, работа, ужин и сон». «А где абордаж?» «Отменяется». «Почему?» «Потому что ближайший корабль находится неизвестно где, а ближайшая дверь стоит перед тобой. Можешь попробовать взять ее на абордаж». «Она выглядит опасной». «Вот и не связывайся». Гром фыркнул, но спорить не стал. За последние дни он постепенно привык, что мои распоряжения не обсуждаются. Вернее, обсуждаются громко, подробно и с выражением, однако выполняются. Видимо, в его пиратской жизни это считалось особым видом капитанской дисциплины. Я составила ему план работ и прибила на стене табличку, выцарапанную на куске коры. Пункт 1. Не рвать швы. 2. Не прыгать с утеса. 3. Не трогать неизвестные растения. 4. Слушать хозяйку. Гром прочитал, потом повернулся ко мне. «Можно 4 заменить на советоваться с хозяйкой?» «Нет». «На учитывать мнение хозяйки?» «Нет». «На не игнорировать хозяйку демонстративно?» «Гром». «Молчу». Он действительно замолчал на целых 7 секунд. Первым делом я решила научить его распознавать растения. Остров был щедр на зелень, но щедрость его напоминала гостеприимство хозяина, который улыбается, пока подмешивает тебе яд в вино. Здесь росли ягоды, от которых у меня однажды онемел язык, листья, вызывающие сонливость, и корень, после которого Кнопка 3 часа икала. Я разложила перед Громом 3 растения. Это можно есть, это используют для настоя, а это не трогать. Почему? Потому что после него ты будешь видеть мертвых. Ты проверяла? Нет. Откуда ты знаешь? Потому что я врач, а не самоубийца. Он взял 3-й лист 2 пальцами и понюхал. Пахнет мятой. Очень многие опасные вещи пахнут приятно. Например, ты. Я знал, что нравлюсь вам. Я сказала, что ты опасный. Это почти признание. Это диагноз. Он осторожно положил лист на землю. Работал Гром с неожиданным рвением. Возможно, ему нравилось чувствовать себя полезным. Возможно, он просто понял, что я кормлю тех, кто не мешает мне готовить. А может, все дело было в Кнопке. Коза решила, что новый человек обязан таскать ей ветки. И теперь каждый раз, когда Гром пытался отдохнуть, бодала его в колено. К вечеру он принес 2 ведра воды, связку сухих веток и 1 огромную рыбу. «Вот», — сказал он, бросая улов на стол, — «поймал голыми руками». «И зачем?» «Чтобы впечатлить». «Меня впечатлит, если ты выпотрошишь ее, не порезавшись». Он посмотрел на рыбу так, будто она лично оскорбила его честь.
Я захватывал корабли. А рыба, значит, страшнее? Рыба скользкая. Корабли обычно стояли на месте. В итоге рыбу потрошила я, а он держал хвост и пытался не выглядеть побежденным. Получалось плохо. Рыба все время выворачивалась. А Гром трижды заявлял, что ситуация полностью под контролем. На четвертый раз я отобрала у него нож. С сегодняшнего дня ты не говоришь полностью под контролем, пока действительно не контролируешь ситуацию. А если ситуация неконтролируемая? Тогда говоришь: хозяйка, я все испортил. Это унизительно. Зато честно. Мы ужинали на крыльце. Над океаном поднималась луна, Кнопка жевала траву, а Гром молча смотрел на воду. «Ты скучаешь по кораблю?» — спросила я. «По кораблю нет, потому кем я был на нем». «Капитаном?» «Да, человеком, который знал, куда плывет». Я хотела сказать, что это временно, что он построит новый корабль, найдет людей и снова станет тем, кем был. Но я слишком хорошо знала. Некоторые корабли тонут не в море, они тонут внутри человека. И никаким плотом их не вернуть. Поэтому я просто пододвинула ему миску. «Ешь. Завтра будем учиться строить ловушки. Для врагов, для крабов. Крабы тоже враги. Вот и начнешь». Гром усмехнулся и взял ложку. А я впервые подумала, что, возможно, остров был не таким уж и большим. Просто раньше я жила на нем одна. Гром оказался человеком, который мог превратить простую задачу в военную кампанию. Я попросила его сплести 2 ловушки для крабов. Через час на пляже лежали 4 связанные между собой сооружения, похожие на осадные башни. Между ними тянулись веревки, на которых сушились ракушки, рыбьи кости и почему-то его пояс. «Это что?» — спросила я. «Система». «Система чего?» «Защиты периметра». «От крабов?» «От всего». Я осторожно обошла конструкцию. На одной веревке висела связка ракушек, и при малейшем движении они звенели. Вторая была натянута между 2 деревьями на уровне колен. Третья уходила прямо к двери дома. «Ты сделал сигнальную сеть?» «Да». «Зачем?» «Чтобы никто не проник на территорию ночью». «Гром, здесь нет никого, кроме нас, козы и ящерицы, которая живет под бочкой». «Именно поэтому враг будет застигнут врасплох». Я хотела возразить, но в этот момент Кнопка зацепилась рогом за сигнальную веревку, ракушки зазвенели, Гром выхватил нож, развернулся и с разбега врезался в пальму. Пальма выдержала, Гром нет. «Не двигайся», — приказала я, подбегая к нему. «Я в порядке». «Ты лежишь на песке и обнимаешь дерево». «Это тактическая позиция». «Лежи уже». Он послушался. Я осмотрела его лоб. Ссадина, небольшая шишка. Зрачки одинаковые, сознание ясное. «Головокружение есть?» «Только когда смотрю на вас». «Тошнота?» «Только от мысли, что вы мне не верите». «Двоение?» «Вас вижу одну, к сожалению». «Так, еще одна попытка пошутить, и будешь неделю питаться кашей». Он тут же стал серьезным. «Головокружения нет». «Вот так бы сразу». Я помогла ему подняться, но он попытался сделать это самостоятельно, но пошатнулся и схватился за мое плечо. Его пальцы сомкнулись на моей коже, горячие и сильные. На секунду мы оказались слишком близко, и я почувствовала запах соли, дыма и чего-то древесного. Гром посмотрел на меня сверху вниз. «Если вы хотели, чтобы я обнял вас, можно было просто попросить». «Если ты хотел, чтобы я снова зашила тебе голову, можно было просто сказать». «Вы скучаете по моим швам?» «Я скучаю по тишине». «Это потому, что вы еще не слышали, как я пою». «Слышала». «И?» «Именно поэтому скучаю». Он рассмеялся, но тут же прикрыл бок ладонью. Я перестала улыбаться. «Болит?» «Нет». «Гром?» «Чуть-чуть».
Я осторожно проверила повязку. Крови не было, но край шва покраснел. Ничего страшного, однако я все равно заставила его лечь в доме и отменила все работы на день. «Я не инвалид». «Ты пациент». «Я пират». «Сейчас ты пират-пациент». Звучит унизительно. Зато точно. Он лег, но продолжал следить за мной. Я готовила обед, проверяла воду, чистила инструменты. Мой дом давно превратился в странное место, где кухня соседствовала с перевязочной, а полки с посудой делили пространство с медицинскими запасами. В прошлой жизни мне казалось, что я знаю, что такое усталость. Теперь я поняла. Настоящая усталость начинается там, где ты одновременно варишь суп, сушишь бинты и отгоняешь козу от пациента. Гром заснул ближе к вечеру. Я сидела возле двери и плела новую сеть, когда услышала, как он говорит во сне. Не отдавай им карту. Я застыла. Гром! Он не проснулся. Карта у меня. Я сказал, у меня. Я не стала будить его. Порой сон вытаскивает наружу больше, чем человек готов сказать сам. Он тяжело дышал, оглядывался по сторонам, пока, наконец, не понял, что находится в моей хижине. «Ты кричал во сне», — сказала я. Я не кричал. «Кричал». Я отдавал приказ. На корабле была карта. «Сокровищ?» Карта маршрутов. На ней отмечены места, куда не стоит плавать. И ты, конечно, всегда следовал этим указаниям. Не всегда. Вот поэтому у тебя больше нет корабля. Он помолчал, потом усмехнулся. На карте был остров. Этот? Не знаю. Возможно. Ты плыл сюда? Нет, нас застал шторм. Мы шли на запад. А я появилась здесь через портал. Портал? Да. Ты говоришь об этом так, будто это обычное дело. Нет, как будто это ужасно неудобное дело. Я собиралась отдыхать в горах, а оказалась здесь. У меня даже куртка не по сезону. Значит, ты тоже не знаешь, как уйти? Не знаю. И не пытаешься? Пыталась, просто без толку. Он долго молчал, потом лег обратно, осторожно, не касаясь больного бока. «Тогда ты не одна», — сказал он. И это была самая странная форма утешения, которую я когда-либо слышала. Но сработало. На следующий день Гром проснулся бодрым, голодным и совершенно невыносимым, то есть почти здоровым. «Я могу работать», — заявил он. «Не можешь». «Могу носить воду, могу рыбачить». «Тем более нет». «Могу хотя бы сидеть и смотреть, как вы работаете». «Это ты можешь делать даже во сне». Он скрестил руки на груди. «Я не болен». «У тебя швы воспалились». «Совсем немного». «У тебя температура». «Незначительная». «Ты вчера врезался в пальму». «Это пальма виновата». «Гром». «Ну ладно, я слегка нездоров». «Ты пациент с плохим характером». «А если я буду послушным, вы разрешите мне выйти?» «Нет». «А если буду очень послушным? Если назову вас самой прекрасной женщиной на всех островах?» «Ты можешь назвать меня человеком, который знает, что делает». «Слишком длинно». «Тогда лучше молчи». Но молчать он не умел, поэтому я отправила его в дом, а сама пошла собирать лекарственные листья на северный склон. Я уже почти набрала нужное количество, когда услышала шум. Сначала мне показалось, что это ветер. Потом хрустнула ветка. Потом из зарослей выскочило что-то размером с крупную собаку. Я отступила, сжимая нож. Существо было длинное, низкое, покрытое темной чешуей. 4 лапы, широкая пасть. Оно не походило ни на одно животное, которое я знала. Впрочем, я уже давно перестала надеяться, что местная фауна будет вести себя прилично. Существо оскалилось. «Ну, конечно», — подумала я, а я как раз думала, что день проходит слишком спокойно. Оно прыгнуло. Я успела отскочить, но не полностью. Когти полоснули по голени, и я упала на землю.
Боль была яркой, чистой, почти знакомой. Я зажала рану ладонью и попыталась отползти к дереву. Существо развернулось, а потом на него сверху свалился гром. Он появился так внезапно, будто его выбросило из воздуха. В одной руке нож, в другой палка. Рубашка расстегнута, лицо белое от ярости. «Убери от нее свои лапы!» — рявкнул он. Существо взревело и ударило его боком. Гром отлетел в кусты. Я увидела, как он схватился за швы. «Гром, не геройствуй!» «Поздно», — ответил он и поднялся. Он двигался быстро, но осторожно. Без своей привычной бравады, просто точно. Удар палкой по морде, шаг в сторону. Нож скользнул по чешуе. Существо отступило, но не убежало. Оно было сильнее, чем казалось, а гром слабее, чем хотел показать. Я посмотрела на землю. Рядом валялся мешочек с сушеным перцем, который я собирала для отпугивания насекомых. Идея была глупой, но других все равно не было. Я схватила мешочек, подбежала сбоку и бросила содержимое прямо в пасть существу. Оно издало такой рев, от которого у меня заложило уши. Гром не растерялся, ударил палкой. Зверь дернулся, отступил и скрылся в зарослях, ломая ветки. Мы остались вдвоем. «Ты ранен», — сказала я. «Ты тоже». Я первая спросила. «У меня просто шов. Именно поэтому ты не должен был сюда приходить». Он попытался сделать шаг и согнулся. Я поймала его под локоть. «Не смей падать». «Я не собирался». «Твое тело собиралось». Мы добрались до дома медленно. Я хромала, он прижимал ладонь к боку. Кнопка встретила нас у двери, посмотрела на мои ноги, потом на Грома и заблеяла. В ее голосе отчетливо слышалось «я же говорила». Я обработала себе голень, наложила повязку, потом занялась Громом. На этот раз шов действительно разошелся. Немного, но достаточно, чтобы я почувствовала, как во мне поднимается профессиональная ярость. «Ты понимаешь, что мог умереть?» — спросила я. «Ты тоже могла». «Я умею оценивать риски». «А я нет». «Ты прыгнул на неизвестного хищника с палкой». «Он был рядом с тобой». «Ты мог позвать меня». «Я позвал». «Ты крикнул «убери лапы». Я затянула узел сильнее, чем было нужно. Гром стиснул зубы. Это было больно. «Прекрасно. Ты мстишь?» «Я воспитываю». Он посмотрел на меня, и вдруг улыбка сошла с его лица. «Я же не мог просто стоять». «Мог». «Не мог». Гром опустил взгляд. Когда корабль шел ко дну, я тоже стоял. Смотрел, как люди уходят под воду, думал, что успею. То сейчас что-нибудь придумаю, а потом остался один. Ты не обязан каждый раз доказывать, что можешь кого-то спасти. А если я больше ни на что не способен? Почему? Ты умеешь ловить рыбу, плести веревки, строить плоты и раздражать меня. Очень впечатляющий список. Ты жив, это тоже навык. А ты? Чего ты боишься? Вопрос застал меня врасплох. Боюсь, что однажды проснусь и пойму, что все это мне приснилось. Остров? Нет, то, что я справляюсь. Когда человек справляется слишком долго, все решают, что ему не нужна помощь, а потом он сам в это верит. Гром ничего не сказал. Просто взял мою ладонь и осторожно сжал. Тогда я буду напоминать, если позволишь. Позволю, но без прыжков на хищников. Это сложнее. Гром. Хорошо, без прыжков. После встречи с хищником я объявила северный склон закрытой территорией. Гром объявил, что запреты существуют для того, чтобы их уважали. Я ответила, что неправильно цитировать собственную жизнь. Он согласился, но все равно дважды пытался проверить, ушел ли зверь. На третий раз я привязала его к столбу.
«Это унизительно», — заявил он. «Я капитан». «Ты пациент». «Так еще хуже». «Зато точно». Я оставила его привязанным, а сама пошла осматривать ловушки. После вчерашнего нападения мне хотелось убедиться, что вокруг дома не прячется еще несколько существ с плохим воспитанием. На первой же ловушке обнаружился краб. Он оказался единственным существом на острове, которое умело извлекать выгоду из моих планов. Он зажал клешней кусок мяса и выглядел довольным, и я решила оставить его в живых. Когда я вернулась, Гром все еще сидел у столба. Кнопка устроилась рядом. «Я думал, ты забыла обо мне». «Я надеялась». «Неудачно». Я отвязала его, и он сразу потер запястье. «У тебя жестокие методы лечения». «Они дают результаты». «Я заметил». Он выглядел спокойнее, чем обычно. Не скучающим по морю, не играющим роль великого искусителя. Просто человеком, который сидел у дома, смотрел на океан и, возможно, впервые не считал минуты до побега. Я приготовила ужин из рыбы и корней, Гром нарезал овощи. Мы поели в тишине. Настоящей, спокойной, не той, что возникает, когда никто не знает, что сказать, а в той, в которой ничего не нужно объяснять. Океан шуршал у берега, ветер трогал пальмовые листья, Кнопка сопела у ступеней. А потом Гром спросил: «Что было до острова?» «До этого острова? Или до того, который был у меня в голове?» «До портала». Я посмотрела на огонь. Я была врачом. Много работала, слишком много. Мне казалось, что если я не отвечу на звонок, не выйду на смену, не приму еще одного пациента, все развалится. Разваливалось? Нет, в этом и была проблема. Ничего не разваливалось. Люди продолжали приходить, больницы продолжали работать. А я продолжала думать, что когда-нибудь все закончится, и я начну жить. Потом я решила взять отпуск. Настоящий. Хотела увидеть горы. Увидела остров. Зато без связи с цивилизацией. Твоя мечта сбылась. Слишком буквально. Ты хочешь вернуться? Не знаю. Это не ответ. Это единственно честный ответ. Первые недели я думала только об этом. Искала портал, кричала в пещеры, бросала камни в воду, потому что была уверена, что остров просто скрывает выход. Потом поняла, что портал не открывается по моей просьбе. Ты привыкла командовать. Я привыкла спасать. Это не одно и то же. А здесь? Здесь я могу спасать только тех, кто рядом. Гром отвел взгляд. На корабле я тоже думал, что должен спасать всех. И не смог. Я не просил сочувствия. А я и не предлагала. А что тогда? Правду. Никто не может спасти всех. Ни врач, ни капитан, ни женщина с палкой. Ты спасла меня. Одного человека. Мне этого достаточно. Я всю жизнь думал, что если стану достаточно громким, смелым и красивым, море будет меня слушать. Оно не слушает, ему все равно, кто ты. Капитан, пират, великий искуситель или глупец с хорошими мышцами. С мышцами у тебя действительно все в порядке. Наконец-то ты признаешь. Я врач, я обязана быть объективной. А как женщина? А как женщина я считаю, что ты слишком много говоришь. Тоже объективно. Он потянулся к кувшину, и край его рубашки задрался. И я заметила, что шов заживает хорошо. Розовая линия, чистая, без воспалений. «Через неделю смогу выйти в море», — сказал он. Я не ответила. «На лодке, не на плоту. Если сделать парус, использовать течение и держаться вдоль берега, можно найти другие острова». «Можно. Ты могла бы пойти со мной». «Куда?» «К людям, к городам, к цивилизации». «Ты уже предлагал». «Тогда я не знал, что говорю». «А сейчас?»
А сейчас я знаю, что не хочу, чтобы ты оставалась здесь одна. Но я не буду решать за тебя, хозяйка». Это было самое важное. Ни предложение, ни обещание, ни красивый жест. Просто отсутствие приказа. Я посмотрела на океан. На моем острове не было карт, не было дорог, не было даже нормальной ложки, потому что Гром сломал последнюю, пытаясь открыть кокос. Но у меня был дом, была кнопка, были лекарства, огород и человек, который, наконец, начал спрашивать, а не объявлять. «Пока остаемся», — сказала я. «Пока. А завтра ты чинишь крышу?» «Конечно. Без героизма. Постараюсь. И без флирта. Это будет сложнее. Гром. Молчу». Он продолжил есть, а Кнопка отобрала у него сапог и ушла в темноту. Я смотрела на них обоих и думала, что моя прежняя жизнь осталась по ту сторону портала. Там я была врачом, которая все время кого-то спасала. Здесь я тоже была врачом, но впервые училась позволять спасать себя. Правда, пока это умел только один пират. И варил он отвратительный бульон. Небо на рассвете было цвета синяка на третьи сутки. Зеленое у горизонта и лиловое над головой. Чайки ушли вглубь острова, а Кнопка, которая обычно встречала меня блеянием, сидела под крыльцом и делала вид, что ее тут нет. Гром вышел из дома, втянул воздух, посмотрел на море и сказал одно слово. «Будет». «Знаю», — ответила я. «Я не спрашиваю, будет ли. Я спрашиваю, сколько у нас времени». «До вечера, может, меньше». Мы готовились как к операции. Инструменты, запасное решение на случай, если первое провалится. Гром привязывал крышу канатами с парома, таскал доски, укладывал их на стены, забивал гвозди. Ветер уже начинал гнуть пальмы. В дом мы перетащили все, что могло промокнуть. Кнопку затащили силой. Она брыкалась и орала, будто мы сдаем ее в плен. Гром держал ее за рога, а я подталкивала сзади. Шторм пришел в сумерках. Не постепенно, а сразу, всей массой, будто кто-то опрокинул небо. Вода поднялась до крыльца, ветер лег на дом, и я поняла, что крыша, которую я строила 3 месяца, сейчас решает, останется она моей или улетит. Крыша решила спорить. Первая завязка оторвалась. Гром рванул к двери. «Стой! Она улетит!» Я выскочила наружу с канатом, обмотала конец вокруг столба, вернулась, промокшая до нитки, и мы вдвоем держали крышу, пока она не перестала хлопать. Дальше была Кнопка. Она выбила дверь, которую я заперла, и вылетела в шторм, потому что козы считают, что стихия — это личное оскорбление, которое нужно бодать. Я закричала, но ветер съел голос, прежде чем он дошел до нее. И тут Гром сделал то, чего я от него не ожидала. Молча, без фразы «прелестная госпожа», он шагнул в темноту и пропал. Я стояла в дверях и считала секунды. Он появился из ливня с Кнопкой под мышкой. Она была мокрая, но целая. «Твоя скотина!» — выдохнул он. «У нее характер хуже моего». «Да уж», — сказала я, — «ничего страшнее в природе не существует». И только тогда я заметила кровь. Она смешивалась с водой и стекала по его боку. Там, где старый шов. «Сядь», — сказала я. «Это пустяк». «Сядь, Гром». Он сел, я разложила инструменты, промыла рану, посмотрела. Шов не разошелся, но край воспалился, а рядом появился новый порез, глубокий, от доски, который он, видимо, поймал на лету. Я шила молча, он тоже молчал, и впервые за все время, пока я его латала, в хижине не было ни одной шутки про мой командный голос. «Готово», — сказала я. «Спасибо, хозяйка». «За что?» «За то, что не дала мне утонуть. Дважды». Я не нашла, что ответить, поэтому сходила за настойкой и дала ему глотнуть.
К утру шторм ушел так же внезапно, как и пришел. Море лежало гладкое, виноватое, будто ничего и не было. Крыша держалась, огород наполовину смыло, ловушки унесло. Но дом стоял, и мы стояли, и Кнопка стояла, что было уже маленьким чудом. Я вышла на берег проверить, что принес прибой. Он принес много чего. Доски, обрывки сетей, сломанную мачту, а еще бочку, крепкую, не из наших. Гром подошел, посмотрел и побледнел так, что я испугалась. На боку бочки было выжжено клеймо. Налим. Он стоял и смотрел на имя своего корабля, который океан вернул ему через время и одну ночь. В бочке оказалось полбутылки рома, моток хорошей веревки и медный кубок. Гром взял кубок, повертел и положил обратно. А внутри бочки под веревкой лежала дощечка с надписью «Налим не уходит на дно, он ждет». Я не спросила, кто это писал. Гром не сказал. Но вечером, когда я разводила огонь, он сидел на крыльце, держал эту дощечку и смотрел на море. Над морем догорал вечер. Странно было смотреть на эту же воду, которая полдня пыталась нас утопить, а теперь лежала гладкая и виноватая. Ветер ощупывал порванную крышу, которую мы спасли вдвоем, а я смотрела на нее и думала, что она теперь наша, а не моя. У шторма есть странное свойство. Он смывает все лишнее. Остается только то, что умеет держаться. «Ты ждешь дверь домой?» — сказал Гром. Я не ответила. Он был прав, просто правда уже начала тускнеть, как лучина, которую некому менять. «Ждала», — сказала я. «А теперь думаю, что дом — это не дверь. Дом — это вот это. И мне хватает». «Тогда я тоже дома», — сказал он. Он встал, подошел к столу и положил дощечку рядом с моей аптечкой. Ночью я не спала. Слушала, как море дышит у берега, как ветер ощупывает крышу. И прислушивалась к себе. Жду ли я чего-нибудь? Нет, не жду. Это было так непривычно, что я не сразу поняла, что это и есть покой. «Хозяйка», — сказал Гром в темноте. «Да». «Ты не пожалеешь, что вытащила меня из прибоя?» «Гром, я за много лет вытащила сотни людей. Ты единственный, кто спросил меня, не пожалела ли я. И не пожалела». Тишина. Потом он повернулся к стене, и я услышала, как он улыбается, даже если улыбку услышать невозможно. Эпилог. Прошел год. Дом стал крепче. Крышу мы перевязывали дважды. И оба раза Гром держал лестницу и комментировал с полным чувством превосходства, пока не свалился с нее. Комментарии прекратились на 2 дня. Потом вернулись, потому что такой он человек. Огород пережил шторм, а я пережила огород. Кнопка давно перестала быть козочкой, стала солидной козой. И теперь командует островом по моему поручению. Иногда мне кажется, что она командует и мной, но я стараюсь об этом не думать. Магия здесь не работает, это я проверяла. Зато работает мой командный голос. Правда, теперь он чаще говорит тихо. Гром построил лодку. Хорошую, крепкую, без пафоса. Что было рекордом для человека, который однажды собрался покорять океан на плоту. Он выходит в море по утрам и возвращается к обеду. Первое время я спрашивала, почему он не уплывает дальше, туда, где торговые пути и другие острова. Он посмотрел на меня, потом на дом и сказал: «Куда мне плыть, если дом здесь?» Он больше не называет меня «прелестная госпожа», говорит «хозяйка», и это слово звучит лучше любого титула. А я все еще называю его капитаном, но теперь без иронии. Швы на его боку зажили в аккуратный розовый рубец. И я проверяю его по привычке,
как проверяют часы. Суп он теперь варит почти съедобный. Почти. Ром из бочки налима мы выпили в тот же вечер, когда он достроил лодку. Долго молчали, смотрели на закат, и он сказал: «Я впервые за много лет не знаю, чего хочу. И это лучший день в моей жизни». Медный кубок, погнутый, стоит на полке у двери. Мы пьем из него только по праздникам. А праздником считается все, что случается без шторма. Дощечка с налима лежит рядом с моей аптечкой. Я часто смотрю на нее и думаю, что она права. Корабль действительно не ушел на дно. Он стал домом. Портал так и не открылся. Я искала его в первые месяцы, как ищут пропавшего пациента. А потом поняла, дверь мне больше не нужна. Дом переехал. Теперь он стоит на этом берегу, пахнет дымом, солью и сушеными травами. И у него есть крыша, которую мы чинили вдвоем, и жилец, который храпит по ночам. И в 3 часа ночи меня больше никто не будет. Иногда я просыпаюсь сама и на секунду не понимаю, где я. Потом слышу, как море дышит у берега, как кнопка бормочет что-то во сне, как гром переворачивается и зовет меня по имени, не просыпаясь. А я лежу, смотрю в пальмовый потолок и думаю, что много лет я просыпалась от чужой боли. А теперь просыпаюсь от собственного покоя. Хозяйка острова, хирург, повар, дрессировщица. Женщина, которую наконец-то спасли. Мой план на отпуск был прост. Горы, водопады и никакой связи с цивилизацией. План я перевыполнила. Я нашла не водопады, я нашла дом. И, как ни странно, впервые в жизни мне никто не звонит. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!